Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале «Уютный мир игрушек Амигуруми». Меня зовут Катя. Судя по аватарке, я думаю, вы уже поняли, о чем пойдет речь. Честно говоря, я это видео уже переписываю, наверное, в сотый раз, потому что никак не получается затронуть тему политики, как некоторые говорят. Если ты вяжешь игрушку с флагами России, то ты в политике, то ты убиваешь детей, то ты, в общем, очень много там таких некультурных фраз, которые я успела уже получить в свой адрес, когда выставила первую фотографию зайки. В общем, давайте я вам покажу, какая новая игрушка у меня связалась. Точнее, она еще в процессе. Тут буквально чуть-чуть осталось довязать. Сейчас я подниму штатив. Так, ну вот, в принципе, зайка у меня. Ну, в принципе, вот такой вот у меня пока процесс идет. Я успела связать одну ручку. Вторая ручка у меня где-то здесь в процессе. И зайка будет уже готова. Вот, мне осталось совсем маленькие процессы доделать, и все. Единственное, что я хочу еще сделать, небольшой бантик сзади, беленький бантик, но это я свяжу, конечно, его и посмотрю. Но юбочка и так пышная у меня получилась. И посмотрим, как будет вообще выглядеть сзади бантик. Изначально у меня были в планы связать зайку также в оттенках флага, только получается тапочки, ну, красненькие, синенькое платьишко и белый воротничок. Но потом я не знаю, как бы, в общем, захотелось немножко попышнее сделать юбку. И, в принципе, вот так вот у меня и придумалась такая вот пышненькая юбочка в 3 слоях. И как раз-таки очень хорошо, гармонично смотрится с нашим флагом. Белый, синий, красный, да. Вот. Зайка мне очень нравится. Некоторые писали, спрашивали, а почему розочки не сделать в 3 оттенках тоже флага. Но изначально я хотела сделать ее такой нежной, невинной, так как весна еще скоро, хочется немножко теплоты и доброты. И получается, я выбрала такие светленькие оттенки розочки, и чтобы они несли тепло и уже доброту, да, так сказать, в наши сердца. Хочется поддержать свою страну хотя бы тем, что мы гордимся, мы не боимся вязать, да, или что-то делать в оттенках цвета. Когда я первый раз выложила фотографию зайки в Инстаграме, полилось столько негативных сообщений. Спасибо, конечно же, всем, кто и писал положительные сообщения, так же, как и на канале, также в Инстаграме, ВКонтакте. Для меня это очень приятно, для меня это очень важно, так как сейчас такое время. Ладно, пойду довязывать, подключусь к вам немножко позже и покажу уже полную зайку. И начну еще одну зайку уже вязать, потому что не рассказала до самого главного, опять я отвлеклась. В общем, эта зайка у меня связана из 4 фирм пряжи. Здесь Картопо Амигуруми, Yarn Jeans, Gazal Jeans и Cotton Gold. А по поводу Cotton Gold, и здесь только белый оттенок, потому что у этой фирмы самый нормальный белый оттенок, который можно вязать спокойно, без крепящего звука на крючке. То есть мне белый оттенок нравится только в Cotton Gold. Еще хороший белый оттенок Gazal Jeans, но у меня его нету, к сожалению, только есть Cotton Gold. Потом розовый оттенок это Картопо Амигуруми. Все оттенки отличаются от метража. Получается Cotton Gold, получается Картопо Амигуруми у нас здесь самая плотненькая, здесь 50 грамм на 130 метров. Голову я вязала крючком 2,25, а ушки и ножки я вязала уже крючком номер 2. То есть она у меня в таком соотношении. Поэтому мне нужно будет ее перевязать в Yarn Jeans, чтобы сохранить соотношение головы и туловища. Потому что если я буду вязать Yarn Jeans и крючком номер 2, то она будет маленькой. Вот. Такой светло-синий оттенок. И здесь это Yarn Jeans. Gazal Jeans темно-синий. Такой вот красивый, насыщенный темно-синий и красный Yarn Jeans. Изначально у меня были задумки сделать просто красные туфлики, синяя платьишко, белый воротничок, да, повторюсь. Так что вот такой вот у меня процесс. Пойду дальше вязать и подключусь уже к вам чуть позже. Покажу, какая зайка у меня полностью получилась. Попробую ее отсфотографировать в полный рост.
и начну уже новый процесс по вязанию этой малышки. В дальнейшем у меня еще есть планы. Я хочу связать 2 зайки поменьше ростом. Вот. В общем, сделать небольшой комплект. Так что ладно, пойду дальше вязать. Встретимся чуть позже. У меня сегодня вечер. Смотрим фильм «Круиз по джунглям». Мне, кстати, понравился этот фильм. Очень напоминает Джуманджи. Такой прикольный. И на вечер я готовлю курочку с картошечкой. Классическое блюдо. Сейчас немножко специй добавлю и каких-нибудь овощей еще закину. Вот. Пока это будет готовиться детям, муж на работе. Я люблю мюсли кушать с кефиром. И мой ужин на сегодняшний день. Так что приятного мне аппетита. И вам приятного аппетита, если вдруг вы кушаете и смотрите это видео. Вот. Так, ну что, зайка у меня готова. Ну, конечно же, бантик я еще не связала, не смотрела, не думала, как будет выглядеть. Но в целом зайка готова. Здесь она полностью уже оформлена, полностью ручки пришиты. И вот так она у меня выглядит в полный рост. Повторюсь, зайка 25 сантиметров, 3 слоя юбочки. Юбочку я вязала за один вечер, связала за один вечер. То есть, если она трехслойная и такая пышненькая, это не значит, что она вяжется очень долго. На самом деле я связала ее очень быстро. Может быть, то, что меня вдохновило на эту игрушку, и она связалась очень быстро. Но в целом я немного потратила времени на нее. Вот. По поводу мастер-класса. Я еще не надумала, что и как я буду с ним делать. Либо это будет платный мастер-класс в PDF, либо это будет бесплатный мастер-класс в PDF. Но в любом случае я уже начала проверять описание мастер-класса. Начала вязать новую зайку, только уже в другом оттенке. Это оттенок Yarn Jeans номер 7. Такой песочный, красивый оттенок. Зайка, я думаю, будет тоже хорошо смотреться в этом оттенке. Также здесь Газал Jeans. Это темный насыщенный цвет. И красненький также будет Yarn Jeans. Вот, сейчас я вяжу. Сегодня планирую связать ушки. И потихонечку уже начинаю собирать фотографии. Здесь, в принципе, смена ниточки, как и везде. Пока здесь ничего сложного нету. Да, в принципе, вообще мастер-класс не сложный, очень легкий и простой. Поэтому никаких сложностей не будет ее связать. Это так кажется, что столько нюансов. На самом деле очень вяжется легко и просто. Вот. Пока вот такие вот новости на вечер. Посмотрю, насколько меня сегодня хватит. Хотя уже 11 часов вечера. А я вот только начала вязать. Кстати, вот ушко. Одно ушко связала, почему-то пропустила один ряд с прибавками, и получилось у меня узенькое. Отложила в сторонку, пришлось перевязывать. Вот. А на самом деле оно такое вот широкенькое ушко, чтобы красиво смотрелось, когда его складывают. Вот. И да, хочу перепроверить, как будет выглядеть сначала в джинсе, потому что голова, повторюсь, это Картопо Мигуруми, это оттенок, это пряжа толще, чем наш повседневный джинс, поэтому здесь еще как бы работы у меня много. Как бы хочется ближе к 1 апреля уже выпустить этот мастер-класс или начать онлайн 1 апреля. Но видите, я если успею за неделю связать, то мы с 1 числа начнем делать онлайн. Онлайн будет также проходить ВКонтакте, поэтому ссылочку я оставлю, можете подписываться, следить за новостями, и 1 числа начнем. А если какие-то будут, конечно же, изменения, я обязательно вам скажу. Так что вот так вот. В общем, наболтала вам тут на 3 минуты. Так, ну ладно, я буду отключаться, буду вязать и покажу уже вам завтра, какие я успела процессы связать по игрушке. И, наверное, может быть, еще начну маленькую. Я хочу еще сделать в комплект маленькую зайку, потому что судя по цене, да, как сейчас идет цена на пряжу, а эта зайка большая, такая более затратная, да, особенно на юбочке, хочется сделать мини-версию на нее и чтобы пряжа уходила по минимуму. Вот. Так что я об этом тоже думаю. И, наверное, все-таки будет у нас еще маленькая версия зайки-россияночки. Вот такие вот на сегодня новости у меня. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие. Все ссылочки на канал будут внизу. Все. Всем спокойной ночи, а я пошла дальше вязать.
Всем привет! Сегодня у нас уже новый день, точнее уже ближе к вечеру. Я тут решила для своей семьи приготовить маршмеллоу домашний, немножко побаловать сладостей. И, кстати, вот эти вот маршмелки очень вкусно кидать в кофе. И поэтому решила тут сделать. Пока у меня варится сироп сахарный, и здесь топится предварительный замоченный желатин. Точнее даже сказать агар-агар. Вот, сейчас они приготовятся до нужной консистенции, потом я буду взбивать, и получится очень крутая штука. А если кто-то делал дома уже маршмеллоу, поделитесь, какими вкусами. Я знаю, еще делают на соке, делают его, и делают с фруктами. Но у меня будет просто классический и с небольшими добавками красителя. Сделаю нежно-розовенький или зелененький. Ну, в общем, какой краситель найду дома, такое и сделаю. Вот, я надеюсь, все получится. Давно уже не делала. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, в принципе, вот что у меня получилось. Это консистенция сейчас застынет в холодильнике где-то часов на 4-5. Потом можно нарезать ее кубиками и обязательно обвалять в сахарной пудре и крахмале. У меня это кукурузный крахмал 50 на 50. Обваливаю, и потом можно кушать, складывать в контейнер, и все. Так что я понесу в холодильничек и будем кушать. И такие штучки очень вкусно кидать в кофе, когда получается потом вкусная пеночка. То, посмотрите, какая вкусняшка у меня уже приготовилась. Я достала с холодильника, буквально 3 часа мне хватило, чтобы это все застыло. Нарезала на кусочках, обязательно обтерла сахарной пудрой и крахмалом, так как вот эта основа, она липкая. И чтобы к рукам не липло, нужно обязательно обсыпать. Очень мягкая, воздушная и прикольная. Утром, особенно с кофе, с чаем, без сахара вообще самый класс. То есть сахар мы не добавляем. Мы закидываем в кофе маршмеллоу одну и потом пьем с вкусной пеночкой. Сейчас я попробую, какая вкусняшка. Хотела показать вам свои процессы вечерние, на чем я остановилась сегодня, и показать, как маршмеллоу растаяла в кофе. Вот у меня кофе, и я в него положила кусочек, и вот такая вот пеночка сладкая теперь сверху. Кофе без сахара, потому что маршмелки и так все сладкие, потому что на основе сахара делается. Вот. А процесс моего вязания на сегодняшний вечер, вот это вот зайка. Посмотрите, сколько я уже сделала. Я оформила голову уже, ушки пока не пришивала, прикрепила их иголочками. Такая малышка у меня получается. И хотела как раз таки вам показать наглядно, какой размер получается. Так, сейчас я поудобнее поставлю. Вот. В принципе, разницы такой сильной нет, даже они практически одинаковые, как с Картопо Амигуруми, а это Ярна Джинс. Я думала, будет намного меньше, но нет. В принципе, визуально так вот смотреть, они одинаковые. Так что еще одна заячка, россияночка, рождается у нас в таком же размере. Ну, примерно, да, будет примерно 25 сантиметров. Может быть, такая же и выйдет. Так что, в принципе, я результатами своими довольна. Я думаю, я успею за несколько дней доделать этот мастер-класс, потому что вяжется действительно очень легко и просто. И все, и мастер-класс будет готов. Так что следите за новостями, скоро уже будет все ясно. Все. Я говорю вам спокойной ночи, а я буду дальше вязать.